Всем привет! В прошлом выпуске мы закончили цикл корейских кухонь, северной и южной. В этом видео вы увидите продолжение о современной персидской кухне. Продолжим с хлебобулочных изделий. Лаваш – самый распространенный хлеб в Иране. Иранский лаваш представляет собой тонкую слоистую круглую или овальную лепешку. Сангак – простая лепешка на закваске в виде треугольника или четырехугольника. Название сангак в переводе с персидского означает «маленький камень», так как выпекается на раскаленных речных камнях. Сангак впервые упоминается еще в XI веке. Также он исторически был традиционным хлебом персидской армии. Его ели с кебабом из баранины. Тафтун – мягкие лепешки округлой формы, приготовленные с добавлением молока, йогурта и яиц. Тафтун достаточно тонкие, но толще лаваша, часто ароматизируются шафраном или кардамоном. Барбари – толстые овальные иранские лепешки. Это самый распространенный вид выпечки в Иране. Их подают во многих ресторанах с сыром лигван. Ширмал – сладкий иранский хлеб на молоке с добавлением шафрана и кардамона. Название ширмал происходит от двух персидских слов: шир, означающее молоко, и малидан, означающее тереть. В буквальном переводе ширмал означает «натертый молоком». Комай – сладкий финиковый хлеб с куркумой и тмином, похожий на ширмал. Багет – длинный узкий хлеб, который обычно начиняют сосисками и овощами. Теперь поговорим о супах. И среди них есть очень оригинальные. Например, суп из йогурта и суп с гранатом. Но обо всем по порядку. Сираби – суп из рубца. Рубец или требуха – высокопротеиновый маложирный субпродукт, богатый витаминами и макроэлементами. Поэтому такой суп считается очень полезным. Тархине – иранский злаково-йогуртовый суп. Гаване – иранский суп из крапивы. Адаси – иранский чечевичный суп. Аш-эреште – густой иранский суп с толстой лапшой. Аш-э-анар – густой суп с гранатом. Очень древнее персидское блюдо, которое готовится из кусочков баранины, риса, дробленого гороха, желтого лука и листиков мяты. А его главным ингредиентом, благодаря которому он и заслужил свое название, является гранатовый сок. Бозбаш – мясной суп с красной или белой фасолью, зелеными овощами, зеленью, луком, сушеным лаймом и специями. Шоле – густой мясной суп с различными бобовыми, булгуром, рисом, мускатным орехом и другими специями. Теперь поговорим о салатах и закусках. Иранцы любят свежие зеленые салаты, заправленные оливковым маслом, лимонным соком, солью, перцем чили и чесноком. Торши – традиционные маринованные овощи. Салат ширази – иранский салат из нарезанных огурцов, помидоров и лука с добавлением оливкового масла, обгурех и небольшого количества лимонного или лаймового сока. В Иране его едят летом как самостоятельное блюдо и круглый год вместе с мясными блюдами или рисом. Борани – традиционная иранская закуска из шпината и других ингредиентов, смешанных с йогуртом. Мастухиар – блюдо из густого йогурта, смешанного с огурцом, мятой и чесноком. Зейтун парварде – оливки, смешанные с пастой из граната, грецкого ореха и чеснока. Мирза кесеми – запеканка или густой соус из приготовленного баклажана с яйцами, чесноком и помидорами. Также есть вариант с цукини вместо баклажанов, который называется каду касеми.
Поговорим о напитках. Чай – самый распространенный напиток иранской кухни. Как правило, именно чай является первым, что предлагают гостю. Любопытно, что иранцы традиционно не подслащивают чай, а кладут кусок сахара или леденец в рот, прежде чем выпить чай. Также в Иране пьют кофе. Традиционно иранский кофе, чахве или кафе, подается крепким и сладким. В старые времена были популярны традиционные кофейни, где люди собирались, пили кофе, курили табак и читали стихи. В современной иранской культуре кафе распространены в основном в городских районах. Там подают разнообразные виды напитков и десертов. Также в Иране популярен турецкий кофе, особенно среди иранских азербайджанцев. Какшир – холодный сладкий напиток из семян Дискурайнии Софии. Дискурайния Софии – это род травянистых растений семейства капустные. Секан-джебин – один из старейших иранских напитков, делается из меда и уксуса, иногда приправляется мятой. Секан-джебин обычно подают летом в холодном виде. Щарбат или щербет – сладкий прохладительный напиток из фруктов или лепестков цветов. И на десерт поговорим о десертах. Фалуде – старинный иранский десерт в виде тонкой вермишели, смешанной с замороженным сахарным сиропом с розовой водой. Фалуде готовили еще древние иранцы. Лед смешивали с шафраном, фруктами и другими ароматизаторами. Сегодня фалуде – один из самых известных иранских десертов. Бастани – традиционное иранское мороженое, приготовленное из молока, яиц, сахара, розовой воды, шафрана, ванили и фисташек. Бастани широко известно в мире как персидское мороженое. Абхавиж бастани – морковный сок с плавающим сверху мороженым. Иногда также украшается корицей, мускатным орехом или другими специями. Ферени – сладкий пудинг из рисовой муки с розовой водой, сверху обычно украшается фисташками. Шолезард – иранский рисовый пудинг с шафраном и кардамоном. Халва – иранская халва обычно делается из пшеничной муки со сливочным маслом и розовой водой. Баклава – знаменитый десерт из теста фило, орехов и сахарного сиропа. Саману – сладкая паста из пророщенной пшеницы. Считается традиционным десертом для праздника Новруза. Колухе – традиционное персидское печенье, состоящее в основном из воды, сахара, пшеничной муки и яичного белка. Бамие – жареные во фритюре шарики теста, пропитанные сахарным сиропом. Реште-хошкар – очень интересное иранское печенье, которое обычно готовят в Рамадан. Реште-хошкар делают из рисовой муки. Жидкое тесто кладут в небольшую емкость с множеством отверстий и рисуют на сковороде характерный узор. На раскаленной сковороде тесто уплотняется и получается тонкий узорчатый лист. В центр теста кладут начинку из измельченных грецких орехов, сахара и специй. Складывают, запечатывают концы и обжаривают в масле. Газ. Традиционная иранская нуга из сахара, яичных белков и орехов. Также широко известна во всем мире как персидская нуга. Сухан – традиционная иранская ириска с шафраном и орехами. Нан-э-беренджи – иранское плоское круглое печенье из рисовой муки с кардамоном. Название дословно переводится как «рисовый хлеб». Нан-э-беренджи часто украшают маком. Обычно они белые, но иногда имеют желтый оттенок. Нан-э-нохотчи. Нохотчи – традиционное иранское печенье из нута, приправленное кардамоном и украшенное фисташками. Нохотчи бывают разных форм. Табризи ловуэс.
Иранская ромбовидная карамель из сахара, миндальной пудры и шафрана. Котаб – обжаренные во фритюре пирожки с начинкой из молотого миндаля, сахарной пудры, масла и кардамона. Коломпех – иранское печенье в виде маленьких пирожков, начиненных смесью измельченных фиников, грецких орехов, кардамона и других специй. Набат чуби – карамельные леденцы на палочке, которые в Иране традиционно ароматизируются шафраном. Пашмак – разновидность иранской сахарной ваты. Пашмак подается отдельно или как дополнение к фруктам, пирожным, мороженому, пудингам и десертам. Он широко известен как персидская сахарная вата. Баслог – своеобразные иранские конфеты из виноградного сиропа, крахмала и орехов. Пулаки – разновидность конфет, представляющие собой тонкий диск, похожий на очень тонкую монету, которая растворяется при попадании в рот. Пулаки готовят из сахара, воды, белого уксуса и натурального ароматизатора – шафрана, сушеного лайма или какао. По вкусу пулаки скорее похожи на ириску. Название с персидского переводится как «маленькая монета». Гуш-э-фил – традиционные иранские пончики, приготовленные из теста в форме уха. Слово «гуш» так и переводится с персидского как «ухо». После обжаривания во фритюре каждое изделие посыпают нарезанными фисташками и сахарной пудрой. Понравился выпуск? Тогда ставь лайк, подписывайся на канал и не забудь нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные блюда. Это поможет нам в мотивациях к новым путешествиям. И переходите на канал, там много интересного. Ну а мы погнали в новое путешествие. Всем пока-пока! Продолжение следует.